Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. У меня крик души. Перестаньте делать ногти плюшки. В этом видео поговорим о том, как правильно делать выравнивание ногтевой пластины базой без лишнего объема. Как не испортить внешний вид натуральных ногтей. Поехали! Вот такие ногти у моей модели. Когда я их увидела, подумала, ну зачем же так выравнивать и создавать такой объем на ногтях. Эти ногти были выполнены в одном из салонов, и мне непонятно, почему оставили такой объем базы. Один ноготь сломался, архитектура выстроена неверно, на левой руке средний уходит в сторону. Посмотрим на толщину. У меня специальная толщина метр, 2,5 мм на свободном крае. Это, конечно, перебор. Нужно все это снять. Часто ошибка мастеров, когда во время снятия оставляют очень много предыдущей базы, снимая лишь только цветное покрытие. Этим они экономят время. Но база остается, оставляя объем. Иногда, убирая длину, можно увидеть целое древо, несколько слоев различных баз, различных цветов и так далее. Для того, чтобы убрать излишний объем базы, необходимо выгладить поверхность насадкой. Для этого используют твердосплавную насадку с зеленой насечкой и делают длинные движения справа налево. Основной ориентир просмотра ногтя – это вид в торце. Смотрите на толщину материала. Наша задача – оставить только 10-20% старого материала. И то, если база лежит без отслоек. Если есть отслойки, убираем полностью базу. Если вы новичок и боитесь задеть ногтевую пластину, снимайте до тонкого слоя, а затем дорабатывайте пилкой. Тем временем мы приступили к маникюру. Отодвигаем кутикулу при помощи пушера и вычищаем птериги. Этот этап позволит нам сократить время на выполнение аппаратной обработки, потому что часть птериги будет уже убрана. Опиливаем длину. Нахожу самый короткий ноготь и начинаю опил с него. Посмотрела в торец, безымянный имеет сильную арку, поэтому разумнее начать опил с нижних параллелей. Если смотреть на ноготь при виде сверху, большая вероятность того, что их можно просто снести, и ноготь получится взлетным. Пилкой дорабатываю предыдущую базу, а также матирую натуральный ноготь для улучшения сцепки. Средний ноготь у моей модели от природы растет в сторону. И это можно исправить при помощи правильного опила, а также восстановления ногтя твердым материалом. Важно найти центральную ось при виде сверху, которая проходит через 3 фаланги пальца, через центр кутикулы. Тогда проще будет опиливать свободный край. Перед аппаратной обработкой наношу специальную присыпку для того, чтобы подсушить влажную кутикулу моей модели. Тщательно ее убираем щеткой и выполняем при поднятии кутикулы алмазной фрезой пламя. При такой влажной кутикуле мы обычно всегда выбираем насадку с красной насечкой и крайне аккуратно действуем в синусах, чтобы их не поранить. Срез выполняю небольшими отрезками. Смотрю за реакцией модели, не больно ли ей. Кутикула тонкая, и на среднем можно видеть, как кожа покраснела, хотя нет никакой ранки. При такой влажной ногтевой пластине я всегда наношу дегидратор, средство, которое больше подсушивает ноготь. Затем праймер. Праймер нужен для сцепки натурального ногтя с искусственным материалом, и наносится он всегда только на отросшую часть. Нет смысла наносить его на оставшуюся базу. Определяем пластичность натуральных ногтей, нажимаем на свободный край. Ногти у моей модели мягкие, поэтому выбрали пластичную базу и наносим ее тонким слоем в качестве подложки. На большом ногте сильные трещины из-за того, что неверно была выстроена архитектура. Это еще одна причина, по которой так важно делать не просто объемное выравнивание, а с правильной архитектурой.
Такие трещины нам придется отремонтировать. Для начала также выполняем подложку из пластичной базы. Затем на непросушенный слой базы выкладываем небольшой кусочек шелка для ремонта ногтей. Утапливаем его в непросохший материал, прижимая пинцетом, а затем пропитываю базой другой кистью. Шелк должен стать прозрачным. Указательно будем наращивать на нижние формы. Вырезаю углубление в центральной части, чтобы форма встала плотно к ногтю, а также вырежем насечки и ушки, чтобы форма хорошо обжалась под пальцем и не стояла широко. Для донаращивания буду использовать прозрачный акригель. Формирую подложку. Для этого использую специальную кисть из натурального ворса, а также жидкость для разглаживания материала. Конечно, смоделированные ногти отличаются идеальной архитектурой, в отличие от натуральных, где зачастую поперечная арка перекручивается. Указательные ногти чаще всего растут вниз, и нужно выполнить поднятие клюющего кончика. Для этого также использую этот прозрачный акригель. На среднем достраиваю отсутствующую стенку. На самом деле такой ремонт не занимает много вашего времени, но ногти будут абсолютно по-другому выглядеть. Клиент это непременно оценит и останется именно с таким мастером, который умеет работать со сложными случаями. Для поднятия клюнувшего кончика заводим пилку под ногтевую пластину и опиливаем прямую линию. Нижние параллели автоматически приподнимаются и становятся ровными. При виде сверху оформляем свободный край по форме миндаль. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробностей переходите по ссылке в описании. С ремонтом закончено, и теперь нужно приступать к выравниванию ногтевой пластины базой. Новая рубрика «Эксперимент». Предлагаю из 3 баз найти ту, которая окажется самой жесткой и подойдет под ногти нашей модели. Для эксперимента нам понадобится глянцевая палитра, базовое покрытие и ультрафиолетовая лампа. Наносим средний слой базы на палитру. Приблизительно такой же объем, которым вы делаете выравнивание. Просушиваем столько, сколько требует ваша база, в моем случае 30 секунд. После чего отделяю пинцетом базу от поверхности и начинаю ее деформировать. Если база изгибается, не ломается, это говорит о ее пластичности. Если база рвется, но не сразу, это означает, что она армирующая, будет одновременно и укреплять, и повторять изгибы ногтя. Если база тут же ломается, это говорит о ее жесткости. Такая база неплохая. Она отлично подойдет для выравнивания большой длины. База номер 2 более твердая, именно ее будем использовать для ногтей модели и для выравнивания. Хотите увидеть рубрику с экспериментами в следующем видео? Ставьте прямо сейчас пальчик вверх, соберем 5000 лайков, и она будет в следующем ролике. Продолжаем маникюр и выполняем выравнивание. На свободном крае уже есть нужная толщина, поэтому нам требуется достроить только центральную зону и зону у кутикулы. Не переборщите с материалом. Переворачивайте палец для того, чтобы материал верно стек к наивысшей точке. Можно приподнять свободный край для того, чтобы материал оттекал на стрессовую зону, чтобы не было объема на кончике. Тонкой кистью помогаю себе распределить материал.
Чтобы ноготь не казался широким, важно, чтобы материал не оттек на боковые стороны. Поэтому перед постановкой в лампу обязательно переворачиваю ноготь, жду, когда материал стечет к центру, и только затем отправляем в лампу. Благодаря объему по центру ноготь визуально будет казаться уже. После выравнивания на большом ногте снимаю липкий слой и подпиливаю те места, где топорщится шелк для ремонта. Поскольку мы поднимали клюющие ногти, то под ними образовалась толщина, и ее необходимо выполнить. У меня тонкая керамическая насадка, которая отлично с этим справляется. Для того, чтобы натуральный ноготь изнутри не отслаивался, покрываем тонким слоем базы и просушиваем руку в перевернутом состоянии. Покрываю ногти красивейшим цветом ультрамарина. Это один из актуальнейших цветов перед Новым годом. На среднем и безымянном выполним стемпинг с имитацией шкуры тигра. Все-таки сейчас год тигра, и это будет актуальным. Тонкой кистью намечаю границу и заполняю цветом в один слой. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Свободные от дизайна места заполним наклейками. Перекрываем матовым топом, просушиваем, снимаем липкий слой. Остатки краски для стемпинга убираю ацетоном. И для праздничного эффекта добавим блестящий гель-лак в виде полосок. Почему же получаются такие ногти-лепешки? Часто дело в неопытности. Я знаю 3 крутых проверенных способа выравнивания ногтевой пластины базой. У меня есть целое видео на канале на эту тему. Обязательно посмотрите, чтобы не допускать этих ошибок. Но я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!